Тебя поправить. У нас идея вся территория Украины это являлась раньше Россией. Столица Украины это был Киев. Всегда был и Ну, всегда Киев остается. это Ленин. Здравствуйте. Добрый день. Откуда вы, о чем общаетесь? Москва. Да? О чем пройдется? Я из Киева общаюсь на тему войны, политики, истории. Давайте общаемся. Сегодня про поезд слышали? Где, в России? Да. Да, вы когда последний раз про поезд в Украине слышали? Нет, я говорю про поезд наш. Слышали в Крыму? Мне не интересно, что там с поездами в России. Как вам не интересно, что с поездами в Украине? А что вам интересно? Я общаюсь на тему конфликта, с чего он начался, почему идет и так далее. Давайте. Давайте, как вы? Вы что-то начали говорить. Давайте задам вопрос. Почему так получилось, что Крым ушел? Россия его оккупировала, после аннексировала. А почему так произошло? Ну, так как Российская Федерация является государством, которое плюет на все договора и международные правила и международные нормы, а Российская Федерация провела оккупацию, зашла на территорию Крыма, сделала, по сути, какой-то там такой фиктивный переворот, поставила свое руководство, так скажем, у власти и начала процесс, по которому она думает, что она более или менее легитимно провела переход. То есть это ваша точка зрения, да? Моя точка зрения опирается на нормы, на правила, на международные нормы. А у вас что произошло на Майдане? Что именно вас интересует? На Майдане много событий происходило. Ну, там на Майдане, переворот. Как это легитимно? Как вы определили, что у нас был переворот? Ну, потому что одного прогнали, другие пришли без выборов, без ничего. Нет, у нас Порошенко пришел с выборами согласно законодательству и Конституции Украины. Но он же не сразу пришел. Сначала Януковича выгнали. Кто его выгонял? Можете мне показать, на что вы ссылаетесь, когда говорите о том, что его кто-то куда-то выгонял? Давайте, ладненько, не буду я углубляться. Не-не-не, ну раз вы что-то утверждаете, я надеюсь, у нас с вами будет предметный разговор. Ну хорошо, давайте сделаем так. Его же отстранили незаконно? Нет, его никто не отстранял. Если вы считаете, что его кто-то отстранил, то сошлитесь, где и об этом мне прочитать. Да, об этом уже 100 раз пересказано было. Ну ладно, хорошо. Вам сейчас, он, находясь на Украине, за день, за два его уже отстранили. Можете мне сказать, где мне прочитать о том, что его кто-то от чего-то отстранил? Могу сказать вам, вы отстранили, и сейчас оперирует ваша сторона тем, что он не был на работе. Это Абсолютная ерунда. Никто не говорит о том, что он не был на работе. Наша сторона никогда этого не утверждала. Я не помню ни одного заявления, ни одного политического деятеля о том, что президент Украины может осуществлять свою деятельность в любой части Украины. Более того, он может ее осуществлять даже за пределами Украины. Поэтому то, что вы сейчас говорите, это какая-то ваша фантазия. Может быть, я допускаю то, что вы говорили с каким-то гражданином Украины, который не особо разбирается в нормах и правилах, не особо разбирается в законодательстве, и он апеллирует якобы к тому, что президент Украины там покинул место работы. Но место работы его не определено, он может быть где угодно. Поэтому еще раз, если вы считаете, что его кто-то от чего-то отстранил, назовите мне каким документом и где вы, на что вы ссылаетесь. Во-первых, это был не один человек, это очень много из вашей стороны заявляет. Понимаете, они оперируют этим, аргументируют, что не был на работе. Но вы же со мной разговариваете или с теми людьми? Я вам говорю свое понимание, откуда это у меня взялось. Я вам говорю, передаю просто. Еще раз, ваше понимание, откуда это взялось, я сейчас, если начну рассказывать, о чем я разговариваю с гражданами России, вы как просто оправдываться за них. Меня это не интересует, о чем я говорил с предыдущими собеседниками. Я общаюсь с вами, поэтому я прошу конкретно ваш ответ, а не кого-то другого. Вы давайте будете говорить, я вас послушаю, а потом просто я буду говорить. А то как-то, понимаете, я начинаю, вы тут же перехватываете инициативу, начинаете говорить. Ну, это, так скажем, интересно у нас такой диалог.
кто, то есть поговорливее, тот и будет говорить. Я могу говорить тоже чушь какую-нибудь, и не обосновывая, не подкрепляя, и буду просто говорить, не останавливаюсь. Это тоже ненормально. Вы можете мне сказать, что из мною сказанного было чушью? Так я уже несколько раз просил вас остановиться, а вы говорите, я просто молчу, уже думаю, ну это односторонний разговор такой получается у нас. Я вас попросту попросил, чтобы вы, если вы ведете диалог со мной, общались со мной, а не рассказывали мне о том, как вы с кем-то. То есть вы сделали вывод от общения с какими-то другими людьми. Их здесь в чате нет. Поэтому, если вы ведете диалог со мной, ведите его, пожалуйста, со мной, ссылаясь на мои слова. Я не заявлял о том, что президента Украины Виктора Федоровича Януковича отстранили от какой-то там должности, потому что он не вышел на работу. Я в целом не заявляю о том, что его отстраняли от должности. Я вам еще раз говорю, что нет такого документа. Президент Украины Виктор Федорович Янукович был президентом до 25 мая, а точнее там до 14 июня 2014 года, до момента инаугурации на должность президента Порошенко. Все. А то, что вы рассказываете, это ваша фантазия. Я же как бы этого не говорил вам. А если вы считаете, что его кто-то отстранил, пожалуйста, назовите документ. Просто вы знаете, вы как бы это интересно так разговариваете. Вы не останавливаетесь. Так это емко, пережевывая, прям это одно и то же говорите. Ответ жду. Какой ответ вы ждете? На основании чего вы решили, что его кто-то отстранил? С кем-то тут еще разговариваю, кроме вас. Вы сказали, я с кем-то еще тут общаюсь. Я должен с вами разговаривать. Но говорите только вы, получается, интересно. А вы сейчас не говорили? Документы, я документами, знаете, не работаю. Я документы вам не хочу предоставлять. Понимаете? То есть я вам на слово должен поверить, да? Ну, ваш Порошенко, который с нашими паспортами ходил, говорит, вот смотрите, паспорта военных, вот смотрите, вот они у нас в ООН выступал. И какие документы вы? Вот эти паспорта, которые можно напечатать или нарисовать, или у убитых солдат взять, или у кого-то еще взять. Это что? Это аргумент, что ли? Ничего странного, президенту можно, конечно, на весь мир вещать. Вы хотите сказать, что я буду сейчас вам отчет вести? Мы с вами беседуем, а не занимаемся протокольными делами или бюрократией здесь, чтобы, понимаете, доказывать что-то буквально. То есть, получается, вы ссылаетесь на то, что у нас кто-то отстранил от должности Януковича. Говорите мне об этом с точки зрения права, с точки зрения нормативно-правовых каких-то действий, да, то есть процессуальных, точнее, действий. Это же у нас получается отстранение. Но когда мы доходим с вами до того, чтобы подтвердить факт такого события, вы говорите, а я так сказал. Во-первых, я знать не знаю, кто вы. Во-вторых, ваше слово уже на сейчас не является авторитетным, так как вы скачете с темы на тему и не в состоянии аргументировать. Потому что в отличие от вас, я же вас не перебивал, я же дослушал вас до конца. А теперь вы решили меня перебивать? Что ж вам не нравится? Я ж вам дал высказаться, вы высказались, а теперь вы что-то нервничаете. Еще раз, мой вопрос был простой, ответьте на него. Чего вы ускакали на Порошенко? Хотите поговорить про Порошенко и про Минские? Без проблем. Мы сначала закончим с первым вопросом и пойдем дальше. Вообще в секунду просто. Слушаю ответ. Можно более локально говорить. Вот знаете, вот это бла-бла-бла-бла-бла. Я хочу вам сказать. Я аргументирую тем, что есть данные, которые говорят о том, что и документы. Для этого есть такой у нас блогер, который занимается этим конкретным. «Сила в правде» называется. Есть такой Евгений. Боже, это самый блогер, который сейчас от меня все время убегает. Нашел кого привести в аргумент. Последний раз я с ним разговаривал позавчера. И самое интересное, что в прямом эфире этот ваш блогер подтвердил, что он лжет. Да вы что, серьезно? Это, конечно, трэш. Вот это только от вас можно услышать. А хотите, давайте перепроверим с вами. Давайте перепроверим. Чего перепроверим? Ну, проверим с вами слова этого вашего блогера. Ну, давайте. Давайте. Ваш блогер заявляет о том, что референдум в Крыму, который был в 2014 году, проходил на основании Конституции 1992 года. Так ли это? Ну, наверное, я не знаю. Ну, можете найти со мной видео, у него есть на его канале, не на моем канале, на его канале найдите, со мной 2 видео есть. У него вообще их 3 со мной, вот первые 2. Самое первое видео
Где я ему задаю вопрос, он говорит, было на основании Конституции 1992 года. И он потом там убежал с разговора, и мы в следующий раз с ним встречаемся, и я ему еще раз задаю этот вопрос. На основании какой статьи Конституции проводился референдум? Он говорит, 1992 года. Мы с ним открываем преамбулу постановления о проведении референдума в 2014 году. И в самом низу этой преамбулы идет ссылка, где руководство, то мнимое руководство Республики Крым говорит, что в соответствии вот с такими-то статьями Конституции мы проводим там референдум. И когда он открыл Конституцию 1992 года, о чудо, он говорит, а там нет таких пунктов в этих статьях. Статьи сами есть, но пунктов там нету. Потому что там ссылается на пункт номер 7, а там всего статья, там нет вообще пунктов, ни одного пункта. И он такой, это было еще 3 года назад. Мы с ним 3 года назад разговаривали, он такой, ну да, по Конституции 1998 года все-таки проводился референдум. И мы с ним позавчера встречаемся, или вчера, или позавчера, мы с ним начали разговаривать. Я говорю, так что, по какой все-таки Конституции? Он говорит, 1992. Я говорю, так ты же сам убедился, что 98-го. И он опять читает, опять проверяет и говорит, ну и что? То есть человек заведомо знает, что он лжет. 3 года назад он убедился в том, что он не прав. А почему? Потому что Конституция 1992 года ему очень комфортно и очень удобно, потому что 1992 года Конституция майская позволяет провести референдум, потому что позволяет отсоединиться, там, то есть у них есть прям нормы, есть положения. А Конституция 98 года и убежал. Приветствую. Мы с вами уже общались вроде бы. Давно уже. Я сюда вообще редко захожу. Может, и не общались. О чем поговорим тогда? Чем война это закончится? Как вы Победой это Украины. видите? Победой Как она Украины. будет выглядеть? Так вы сейчас победили, потому что москали не захватили. Москалей не Нет, захватили? Ну, пока, ну, вот, помнишь, был клич, что Киев за 3 дня. Вот за 3 дня не взяли, значит, москали проиграли. Киев за 3 дня, клич такой. Там было за 11 дней, если взять документы, которые были Нет, найдены. это... Если ты про там? американского генерала, то Да, да, была генерала. такая идея. Ну, в целом, Россия планировала это за 11 дней сделать, если уже разбираться по факту. Все. Ну, проехали. А как сейчас должна Украина победить? Украина победит тем, что Россия все-таки развалится, а Украина вернет границы Так, 91 года. И подождите, на а сегодняшний сколько- день я это очевидно вижу. То есть смена правительства будет, ты так думаешь? В России? Ты Да. маєш Да. думку, да. А що трапиться должно для того, щоб от всі росіяни ополчилися на нашого святого, як кажуть, Путіна? Или Тут, кто? в принципе, не то, что все россияне, а здесь вопрос больше олигархата, который у вас там сейчас, как бы я бы его не назвал бы олигархатом, но да бог с ним, короче, очень богатые люди ваши, которые в целом станут олигархами. И плюс, помимо этого, движущей силой того, что изменит вашу политическую структуру в вашей стране, будут вот эти вот жены и матеря солдат, которым перестанут платить гробовые. Когда они перестанут платить деньги, вот они начнут самую такую серьезную движуху, так как они на сегодняшний день, основная масса военных в России, это же как раз таки депрессивные регионы, и эти депрессивные регионы сейчас получили нормально так денег, и эти деньги им выплачивают, и пока им выплачивают гробовые и все остальное, их все устраивает. А вот когда деньги перестанут... В Украине выплачивают? В Украине выплачивают, но у нас в Украине идут воевать не за деньгами. То есть у нас основная масса людей не идет воевать за деньги. Мобилизированные. Ну, можешь это так назвать. У нас идет мобилизация, у нас идет защита нашей страны. То есть если разложить по факту, смотри. Я все понимаю. Смотри, если разложить по факту, то в Украине никто не обещал каких-то золотых денег, а в России это сделали в самом начале. Но сейчас Россия перешла в такой режим, когда финансировать всю эту войну
не получается, слишком большие затраты, и вам надо будет переходить, то есть ваша экономика должна будет перестроиться настолько, что вы урежете абсолютно все для того, чтобы хотя бы каким-то образом финансировать минимально свою армию просто для того, чтобы они воевали. А у вас люди воюют не за идею. Если в Украине люди воюют в основном, все равно как бы ни крути, как бы они ни пришли на фронт, мы защищаем дом. Есть идея защиты нашего государства. То в России этой идеи нет. Вы находитесь на территории чужого государства. Конечной цели никакой нет. Вы не понимаете, за что вы воюете. Можно тебя поправить? Ну, давай. Можно тебя поправить? У нас идея с территории Украины это являлась раньше Россией. То есть Малороссия, Белоруссия, там, Краснороссия, была Чернороссия, которая жила. Их тоже, кстати, украинцами звали, потому что они на окраине жили. Это наша территория. Ваша территория возникла, то есть первое упоминание Украины пошло в 1776 году, это Скоропадский ваш сказал. И оттуда пошла вот это нагнетание, это Австро-Венгрия приплачивали вашему, как бы, вашим этим думцам. Который эстеблишмент. И да, ну, как бы, ну, I'm sorry, я как бы не настолько грамотный, как ты. Что маю, то маю. Как бы, и вот оттуда пошло. Потом Ленин с вашими столкнулся, они решили там, Киев же не было столицей Украины, был Харьков столицей Украины. И как бы депутаты, 7 депутатов, ну они там все евреи были, как и сейчас, кстати, ваше правительство. Ты же понимаешь, что история это не твое? Почему не мое? А что, не так было? Ну, потому что Харьков не был никогда столицей Украины. Харьков был, когда захвачен, он был первой столицей УССР, и то он потом перешел все-таки в Киев. А у нас... Сейчас, извини, пожалуйста, перебил. Слушаю. И это никакого отношения не имеет к первой столице. Он был первой столицей советской Украины. Так можно сказать, что он был именно первой столицей советской Украины. Но он не был столицей Украины. Столица Украины это был Киев. Всегда был и всегда остается. Киев это Ленин. Это Ленин его сделал. Чувак, ну ты не знаешь о том... Ой, ты не знаешь об истории вообще ничего. УНР. Откуда появилась? УНР образовалась в июне месяце 1917 года. Ленин твой пришел к власти только в ноябре месяце 1917 года. Каким образом Ленин в ноябре месяце 17 года мог создать УНР, который образовался в 1917 в июне месяце? Так, первое упоминание, я же говорю, не претендую, что первое упоминание УНР произошло вот при революции, когда Австро-Венгрия там или кто-то захватили там Харьков, там еще какие-то города. Австро-Венгрия захватила Харьков? Ну, ближайший там Львов. Львов это вообще как бы польский город. Кому принадлежал порт в Харькове? Порт в Харькове, это в море есть. То есть ты знаешь, где находится Харьков, но при этом ты почему-то говоришь, что Австро-Венгрия его захватила. Слушай, я с Херсона как бы историю Украины учил, но так себе. Ну, тебя просто учебником по голове били, судя по всему. Ну, там такие учебники были, что там бибить не надо было. Там просто мозг взрывался, я просто не понимал там. Ну ладно, я еще в 90-х годах начал историю, то есть в 96-м году у нас перекладачи, как бы, истории Украины. А вот сейчас у девчонки, как бы, читал, как бы, у дочки, у нее, не у дочки, как у племянницы, читала историю, учебник Украины, там я вообще терялся, что, о чем, какая первая Украина возникла еще до России, там, а ничего, что там на территории Украины нынешней жили сарматы, кипчаки, там, как бы, кто там еще, скифы, они все вообще другой национальности. Но как это можно, учебник, это всю вот это... Каким образом ты определил, что Украина была частью территории России?
и Россия сейчас что-то себе забирает. Украина от слова Украя, это граница России. Получается, Владивосток это Украина. Тоже так, да. Камчатка Украя. это Так Украина. это Чернороссия, да, это Подожди, Чернороссия была. Камчатка это Украина. Все, Карелия это Украина. Да. Ну да, это все, что то есть за Уралом находилось, они считали Украиной. То есть Ермак Так покорил... подожди, там казаки. Чечня это тоже Украина. Не, Чечня это... Подожди, в там другие смысле? казаки были. Подожди, другие казаки были. остановись. Мы используем исключительно твою логику. Чечня находится у края России. Слушай, там тверские казаки были. И еще раз, Там не было кубанских Чечня казаков, находится то есть у края. казаков. Тут вопрос не о казаках. Тут вопрос, ты сказал, что Украина, потому что у края. Нет, просто я говорил, Чечня что было у края или Белоруссия, нет? Малороссия. Белоруссии тоже нет. Белоруссия это Украина. То есть ты это Басте скажи, пойди. Так я тебе это говорю. Лукашенко. Твоя Лукашенко, логика пойди, простая. скажи. Смотри, твоя Басте, логика... Лукашенко, Да скажи. перестань меня перебивать. Твоя логика простая. Все, что находится у края России, это Украина. Следовательно, Да. края у России идут полностью вокруг всей России. А Россия находится небольшая в центре, а все остальное это Украина, абсолютно. Камчатка Да. Украина, Владивосток Украина, Чечня Украина, Беларусь Украина и так далее. Это все Украина. Да, ну Беларусь называлась Белоруссия. За хребтом уральским называлась Краснороссия, дальше Чернороссия. А почему Белоруссия? Как бы Почему, смотри, вот Украина, потому что говорят Украя. А А я почему откуда Беларусь? знаю? Да, почему Беларусь? Там белые, что ли, были? Не. Украина называлась Малороссия. Мгм. Слушай, а почему, не, Малороссия так. слышишь, подожди, почему Данию назвали Данией? Они дань платили, да? Даль? Или Дань? Дания. Почему Данию назвали Дания? Ну, наверное, Даны основали. Даны. Это Не, викинги, подожди, там которые же были, слово да. дань, от слова дань, Дания. Ну, нет, от слова Они Дан, дань платили. А Чехия кто почему? платил? Чесотка была или что там у них в Чехии? Да, заразились как бы. Слушай, у вас же как бы город есть, это... А Гондурас, Ай, почему Гондурасом назвали тогда? потому что вам туда надо было ехать. Понятно. Все, у Не тебя ту страну логика, назвали Гондурасом. у тебя логика Не посыпалась, ту да? страну назвали Гондурасом. Ладно, у тебя есть какие-то вопросы, потому что ты какой-то этого разговора. А ты острый. Ну, видимо, да. Куда несешь, а потом говоришь, что я то есть, не выплыл. Ладно, все. Ми можемо говорити про війну, але наші герої воюють. Ваш донат – це не просто гроші. Це тепло і підтримка для наших захисників на передовій. Долучайтесь до збору. Усі реквізити ви знайдете під цим відео. Дякую.